Всем привет! Сегодня вы увидите одно из самых полезных видео на канале. Сегодня я вам покажу не только охоту, но и расскажу, чем пользуюсь во время охоты, на что снимаю, какие камеры вешаю на собак, чем пользуюсь во время охоты для отслеживания собак. Поэтому устраивайтесь поудобнее и досмотрите это видео до конца. Смотрим, кого у нас там собачки нашли. Ты точку поставил. Медведя надо. Окончание охотничьего сезона, май месяц 2024 года. Мы с Михаилом и собаками отправляемся на заключительную охоту на медведя. На этой охоте мы хотели не только добыть медведя, закончить отлично охотничий сезон, но и испытать его новый каракат, который впоследствии нам доставил немало хлопот. Впрочем, в этом видео вы все это увидите. Это лось. Лось. Но лось, похоже, он нахажен. Может, лосиха с теленка. Он по валежине пойдем. Медведь? Медведь. Лосиха. По-моему. Сейчас вы видели кадры, которые показаны с камеры на собаке. Камера DJI Osmo Action. Камера DJI Osmo Action раньше использовал камеры GoPro. Чем они мне не понравились? Отключаются на морозе. Такого нету DJI Osmo Action. И не держит удар, и когда ее отпускаешь в воду. Очень много камер у меня просто вышло из строя из-за того, что просто их залило водой внутри. И они вышли из строя. После того, как начал использовать DJI Osmo Action, во-первых, она на морозе не отключается, во-вторых, держит удар, погружение в воду, в грязь, в кровь. Раньше использовал просто камеру DJI Osmo Action, прикреплял ее к собаке. Самой главной проблемой будет прикрепить именно вот это вот крепление, на которое крепится сама камера, к ошейнику. Здесь я просто сам занимался колхозом, сам колхозил, что-то делал. Дальше у каждой камеры в комплекте есть вот такое крепление, быстросъем называется. То есть оно поворачивается, ставится, поворачивается на 90 градусов и защелкивается. Ну а вот это крепление уже все знают, когда камера сюда вставляется и закручивается обычно держателем. Но и в связи с тем, что охота у нас проходит, как обычно, не 30-40 минут, все самые интересные кадры оставались, как правило, не записанными, потому что просто камера садилась. Через 30-40 минут камера садилась, а охота только начиналась. И поэтому не мог я добиться, чтобы хорошие кадры получить с этой камеры. И записалась вся охота, все преследование собаками зверя до убойки. После этого я на AliExpress нашел специальные аккумуляторы, такие так называемые пауэрбанки, именно для этих камер. То есть, почему я еще использую эти камеры? Потому что к ним вот сейчас появились такие пауэрбанки именно для DJI Osmo Action. Таких пауэрбанков я не видел для камеры GoPro, допустим. А вот именно для DJI Osmo Action они есть. Он открывается, вставляем в камеру, захлапываем в камеру. И получается, что вот это крепление, которое на болт вставляется сюда, здесь у меня уже сломалось после охоты. Я вставляю и закручиваю. Когда я крепил просто на стандартное крепление и закручивал болтом и прикреплял это все на собаку, собака уходила и, как правило, возвращалась без камеры, потому что это все отламывалось и отпадывало. И вообще удовольствие дорогое, конечно, было, когда только камеру покупаешь, вставляешь ее, собака один убежала и прибегает и без камеры. Что я сделал дальше? Следующим этапом я начал, когда покупал новые камеры, я уже начал просто заматывать их на скотч. Просто взял, вставлял, отрегулировал, как мне нужно, и заматывал их на скотч. Несколько раз, половину мотка примерно выматываю, заматываю на скотч, и после этого все, у меня прекратились пропажи камер, камеры всегда возвращались, они могли там водой быть залиты, когда собака плавает в воде, еще где-то, но всегда камера возвращалась, и даже если она и ломалась, то уже не каждый раз я их терял, и уже те съемки, которые мне были нужны, и видео записывалось до того момента, когда уже охота заканчивалась. Он только, по-моему, медведь. Ты видишь его? Да. Ну-ка, сюда не перейдем, он только. Пошли вот так обойдем. Так. О, стой. Может, сюда выйти? Это были своего рода новый охотничий участок, новое охотничье место, где мы еще не охотились. Стой, тихо. Я 100% был уверен, что это медведь.
А на себе сейчас я использую камеру DJI Osmo Action 4. Была у меня камера DJI Osmo Action 3, но Action 4 стал использовать. Почему? Потому что у нее светочувствительность лучше, и она лучше снимает в темноте. Но вот в этом сезоне буду ей пользоваться, пока еще не пользовался. Антон, ответь, блядь. Рацию включи. Антон, рацию включи! Миша был в полной готовности, он был заряжен. И я его, понятно, что первым перед собой пустил, и мне хотелось, чтобы он добыл медведя. Вот, вообще в эту поездку мне хотелось, я уже добыл сезон медведя, мне хотелось, чтобы он тоже стрельнул медведя. И я вообще, точно знал, что я пойду сзади на подстраховке и просто буду за ним идти, никуда не торопясь, и пускай он идет и сам подходит и добывает медведя. Антон, О, рацию включи, а? что там было? А? Что там было? Корова, блядь. Пузатая, блядь. Видно, что пузо у нее уже есть, блядь. Понял? Я даже, блядь, не стал. Что делать нахуй, стрелять? Я когда мог стрелять вообще. Понятно, что весной охота на лося закрыта, мы его добывать ни в коем случае не собирались. Но тем не менее, собаки начали по нему работать, а когда подходишь близко и пытаешься снять собак, собаки не снимаются, лосиха, допустим, ушла дальше еще, и собаки за ней пошли, и тебе опять снова приходится идти, и якобы ты считаешь, что якобы ты сможешь ее сейчас снять, собак, там, кричишь, не кричишь, а особенно молодые, вот азартные собаки, их, ладно, взрослые собаки. Оу, 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 оу. После этого мы приняли решение отойти до Караката и там развести костер, пообедать и подождать собак. И вот пока мы сидим у костра и ожидаем собак, когда они вернутся к нам, я вам расскажу про связку навигатор-ошейник. Сегодня, наверное, все охотники используют навигатор и радиоошейники на собаках для того, чтобы отслеживать собак. Вообще, когда ты постоянно охотишься с ошейниками, допустим, как в моем случае Garmin, очень много можно понять о поведении собаки в навигаторе, когда на собаке закреплен ошейник. Где собака, что она делает, куда идет, вплоть до того, что сейчас она идет по следу, она блудит, она пытается вернуться домой, она лает, она сидит, она лежит. Все это сейчас можно увидеть в навигаторе, если на собаке идет ошейник, радиоошейник. Для меня сейчас очень важно, вот такие собаки взрослые, как Белка, Ямал, им уже там по 5 лет, и эти собаки у меня уже приучены к таким командам, как, допустим, иди сюда. То есть собака от меня находится 2 километра, я могу ей сказать иди сюда, и она пойдет ко мне. Это я вам обязательно покажу, именно в полевых условиях, когда собака покажу, что от меня находится 1,5-2 километра, я нажму на это, и она будет возвращаться ко мне. Вот к этому сигналу я приучил, то есть на каждом навигаторе уже сейчас современном более-менее, то есть есть вот такой сигнал, когда-то я нажимаю, и на собаке звучит вот такой сигнал. С чего все началось? То есть не просто так я нажал, посигналил, собака побежала ко мне. Нет, конечно, к этому нужно приучить собаку. Каким образом? Я думаю, что каждый человек, который держит собак, легко это сделает, так же, как команде «иди сюда», когда собака где-то находится рядом с тобой. Когда ты ей дал команду, дал какое-то лакомство. У меня, в принципе, всегда с собой в кармане какое-то лакомство для собак. Обычно это кусок сыра какой-нибудь, либо сухой корм. И когда я первый раз видел, что собака возвращается ко мне, я нажимал сигнал, смотрю, она идет в мою сторону по навигатору, и несколько раз так нажимал, смотрю, она все ближе-ближе, я опять нажимаю, ближе-ближе, я опять нажимаю. Смотрю, собака от меня 50 метров, допустим, там метров 40 уже ко мне подходит, я нажимаю сигнал, достаю лакомство и подбадривающим голосом просто говорю, молодец, молодец, иди сюда. И в этот момент, когда звучит сигнал, даю ей сыр, допустим, или какое-то лакомство. Много в комментариях пишут, вот вы сейчас охотитесь с рациями, с ошейниками, с навигаторами, и вам легко. Конечно, навигаторы, ошейники, все это не то что упрощает, оно очень сильно помогает в охоте. Могу ли я сейчас охотиться без ошейников и без навигатора? Да, наверное, могу. Но, скорее всего, больше половины собак я своих растеряю. Потому что сейчас уже
уровень собаки совсем другой. Если раньше мы, допустим, ходили с собаками, и у нас ничего не было, и такие собаки, у которых большой поиск, плохой возврат, они просто терялись, и помню, еще дед у меня говорил, что это за собака, если она меня в лесу не найдет. Мне такая собака не нужна. И мне раньше тоже, когда у меня не было рации и навигаторов, тоже такие собаки были не нужны. Просто потому, что ты их не будешь ездить искать, ты не знаешь, где она находится, и ты не знаешь, куда ехать. Ты просто сидишь дома и ждешь ее. Либо какую-нибудь фуфайку кинул на то место, где она потерялась, либо еще, разные методы были. А потом через день, через два приходишь, собака, допустим, какая-то там оставалась, а какой-то не было собаки. Сейчас вот те собаки, которые у меня, скорее всего, без ошейников, половина, а то и больше собак, может быть, 1-2 собаки у меня вернутся с охоты, а остальные собаки, скорее всего, потеряются. Получается, уже не собака ищет хозяина, а просто хозяин, и собака понимает, что хозяин идет к собаке, и она его будет ждать на месте. И даже если где-то она заблудилась или еще что-то, ты просто едешь и ее забираешь. Конечно, очень важно с молодыми собаками, вот если ты, допустим, отпустил молодую собаку, и она у тебя убежала и где-то тебя ждет, нужно просто как можно дольше стоять и ждать, чтобы она к тебе вернулась. Обычно в таких случаях я просто беру собак, поодиночке, во-первых, молодых собак берешь, потому что 2 собаки только взял, они все, друг за другом ушли, и все, и забыли про тебя. И где они там находятся, ты едешь, их забираешь где-то там, а только ты собаку забрал молодую 1 раз, 2 раза, 3 раза ее забрал, все, она больше, все, возврат от нее больше не жди. А так, если ты пошел с одной собакой, с молодой, до года точно нужно, чтобы она сама к тебе возвращалась. Прям добиваться этого и ждать ее на том месте, откуда вы с ней расстались последний раз. Просто ждать и не терять времени. Много таких случаев было, когда домой уже нужно ехать, нужно забирать собаку, ее нет. Но сегодня навигатор все показывает, что собака делает. Либо она на месте лежит, либо она возвращается к тебе, и ты можешь где-то выйти к ней, когда она к тебе возвращается, и немного ей помочь, 1, 2, 3, и она все-таки привыкает к возврату и возвращается. У меня были и такие собаки, которые ты с ней в лес уходишь, только ее выпускаешь, она носом поводила и бегом в деревню. И все, в деревню, там сучонки, кобели, все, у них там свои дела, ей вообще не до охоты, не до тебя, ей без разницы, что ты там находишься. Некоторые собаки есть, только ты там походил в сторону дома, пошел, а она вперед тебя в сторону домой и ушла, допустим. А некоторые собаки есть, ты ее из дома выпустил, она в деревню никогда не пойдет, она просто в лес пойдет искать, и это для нее просто вот страсть, это охотничья, ей ничего не надо, ни там... Ни гуляние по деревням, не давить ни коз, ни курей, ни других собак. Она просто в лес убегает и там ищет. То есть это тоже ты видишь все по навигатору. Сейчас в этом сезоне планирую использовать новый навигатор Alpha 300. Что могу сказать по сравнению с Alpha 100? Конечно, вот сейчас, на сегодня, цена-качество, это, конечно, Alpha 100 нужно выбирать. И, в принципе, я с ним года 3, наверное, ходил, охотился, и меня все устраивало. Ну вот сейчас решил попробовать Alpha 300 навигатор. Что я заметил вот из тех там 3-5 охот, которые уже провел с ним. Большой экран мне понравился. Удобнее немного, больше видно, проще смотреть. В плане функционала от Alpha 100 он мало чем отличается. Но единственный большой плюс, который я не могу вам рассказать, это батарея. Батареи не отличаются у Alpha 100 и у Alpha 300, но на Alpha 300 заряда батареи в рабочем состоянии хватает на 2 дня. Причем я специально на ночь навигатор не отключал, то есть с утра 1 день, ночью он лежал у меня включенный, и на следующий день я тоже с ним отходил до вечера, и батарея только вечером у меня показала 9%, но и с 9% я еще очень долго он был во включенном состоянии, в рабочем состоянии. Вместе с Alpha 300 в комплекте идет новый ошейник TT25X. Но что мне в нем опять понравилось, это, во-первых, в том, что он меньше. Несмотря на то, что он меньше, в нем есть такая функция, как динамическое слежение. Динамическое слежение, то есть он не тратит заряд батареи во время того, когда он неподвижен, ошейник находится. Допустим, на ночь его можно не отключать, собака спит, лежит, ошейник не двигается и батарея в нем не садится. Несмотря на то, что в принципе в навигаторе ты его видишь, где это все находится. И за счет этого длительность работы дольше. 2,5 дня, вот у меня собака, мы были на охоте, 2,5 дня, то есть и еще 3 деления. То есть 4 деления у него было, за 2,5 дня у меня ушло 1 деление. Вот я приехал домой, поставил на зарядку, у меня было 3 деления на нем. То есть на сколько дней его точно хватает, сейчас не могу сказать, но я думаю, что по сравнению с TT15, если их хватает на 3 дня примерно у меня, ну на 2,5-3 дня, то здесь, я думаю, дней на 5 должно хватать.
После того, как вернулись собаки, поняли, что собаки уже уставшие и хотели на сегодняшний день охоту прекратить. И в какой-то момент я заметил, что нет белки с нами. Я посмотрел на навигатор и смотрю, что белка уходит просто вправо уже километр 800. Ее нету. Остальные собаки никуда не идут, они уставшие, с нами вместе были. Но белка километр 800 пошла в правую сторону. Судя по треку, я видел, что она точно идет, это следовая работа была. То есть не просто так она убежала куда-то. То есть уставшая собака обычно, как правило, если никаких запахов и раздражителей по охоте нет, она в принципе никуда не побежит. Но здесь я точно понял, что она по следу за кем-то идет. Тут же я понял, что это может быть опять медведь. Я очень надеялся на то, что это может быть медведь. Но мы опять развернулись и поехали в сторону нее. Миша, прием, прием. Миша, прием, прием. Нажал, потом говоришь, потом отпускаешь. Ё-моё. Говори, блядь. Переезжай дорогу прямо, равняйся с мной примерно. Медведь сидел на дереве, я не успел выстрелить, побежал дальше. Смотри примерно по белке, где она. Он меня спалил. Я вниз смотрю, главное, думаю, где он в кустах тут стоит. Иду. Он, оказывается, вон на дереве сидел. Потом уже спрыгнул, когда начал спрыгивать, я понял, что медведь. Стрелять не было возможности. Миша, прием, прием. Я к тебе выхожу на дорогу, жди меня. Жди меня, я на дорогу выхожу. Миша, прием. Миша, прием, прием, прием. Миша, прием, 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 прием. Миша, прием, 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 блядь. Ну что не отвечаешь-то? Не знаю, каким образом, но примерно где-то год или полтора назад мне все нахвалили вот такую рацию. Тут китайская рация. И причем не только охотники, но и мои ребята, которые понимают в радиотехнике, они говорят, что вот это вот на сегодняшний день с самыми нормальными показателями рация. Причем стоит не очень дорого, я бы сказал. Не помню, честно, сколько стоит, не буду говорить. Но походил с ней примерно, наверное, год. Давно бы уже, наверное, поменял, просто не знаю, на что поменять. Постоянно то она не работает, то мы, значит, не слышим друг друга, то у нас она отключилась, то она сломалась, то еще что-нибудь. И когда ты рядом находишься, вообще все идеально. Когда ты там метров 500 или до километра, тоже все идеально. Приезжаешь на охоту кому-то другому, у них там какие-то вообще китайские рации за 2000, и мы слышим друг друга за 6 километров. Я смотрю по показателям, что эта рация лучше, и все равно в тот момент, когда мне нужно что-то сказать, меня никто не слышит, а когда я им нужен, я их не слышу. Почему это бывает? В том числе и по моей вине тоже. Бывает, я хожу, нечаянно у меня там звук выключился, я вот так вот, как-то либо здесь рация, либо еще что-то, у меня нечаянно звук убавится. Подходим друг к другу, друг друга не слышим, я, значит, начинаю крутить, понимаю, что у меня звук выключился. Но, видимо, у меня такие руки кривые, может быть, на самом деле рация и нормальная, но все равно, что-то она мне не устраивает. И вот, когда техника не работает в нужный момент, не знаю, по чьей вине, пускай это будет по моей вине, там, еще по какой-то, я считаю, что, значит, это такая техника, а не мои руки. Антон, прием, прием. Мишка, ты что, меня в рацию не слышишь, что ли? Ты что, рация не работает? Я тебе говорю, рация не работает? А что ты ее туда положил? Прием, слышно? Ну так она не прибавлена у тебя. Подошел, прикинь, близко. Смотрю вниз, а он на дереве сидит, нахуй. Дым, сядь, иди сюда, сядь. Подожди, белка 318, карта. Стой, Миша, стой. Глуши. Что показывает, что он туда идет? Давай белого отпускаем пока. Дым, сидеть. Белка! Вот, ребята, днем жарко уже стало. И собаки, если медведь уходит, прогонят его и бросают. Устали. Постоянно работаем ночью. Собаки работали, почти не отдыхают собаки. То есть все, у них запал закончился. Я в таких случаях что делаю? Допустим, смотрю по треку. Собаки дошли по треку докуда. И где бросили медведя. Все, опять я просто иду пешком на ту точку обязательно там. Не с машиной никак, надо пешком идти на ту точку. Пешком прошел на ту точку, и вот, допустим, трек так идет. То есть вот закончился, вот здесь точка закончилась, собака обратно пошла. Ты видишь по треку, что собака бросила, ты уже это знаешь. И все, и прямо просто вот как он шел, так же прямо прошел метров 500, допустим. 200-300. И собаки за тобой сначала идут уставшие. Потом раз и 5, и пошли вперед. И собака всегда будет придерживаться этого трека медвежьего.
Ну все, они прошли, допустим, опять там, тебя обогнали, прошли километр-полтора по нему. И опять вернулись, допустим, к тебе. Все, у них они уставшие, жарко. Я опять иду на ту точку. Они мне показывают, куда ушел медведь. Я просто тупо по следу иду. Мне собаки его след показывают. И вот таких вот рывков там по 1,5 километра, по километру, по 700 метров они уходят. И, допустим, обратно возвращаются там. Или смотрю влево, там вправо пошли. Ну, то есть я вижу по навигатору, когда собака идет по следу медведя, а когда она просто там сама что-то там интересное нашла и все. Вот так вот идешь, несколько таких рывков. Ну и, как правило, собаки залают снова. Потому что он может километров 5 так пройти, когда его собаки бросили, а потом лечь. Но в среднем я замечал, что он там километра 3, 4, 5 проходит и ложится снова. То есть надо просто его найти. А чтобы найти, вот так вот собаки помогают тебе, его след показывают. Дело заваривал. Антоха, давай бегом. Тут лужи пиздец мне не пройти. А переплывать что-то. Сейчас мы его доработаем. Ну вот видите, о чем я вам говорил. Все, собак направил. Сейчас они от меня сколько? Сейчас посмотрим, белка. Километр 160. Все, заработали. Миша, ты давай в голову не парь, иди на них. Всего километр от меня. От тебя еще ближе. Все, газуй на них, потихоньку подходи и работай. Я побежал. Давай, все, пока. В общем, когда собаки отказываются работать, это еще не значит, что ты все, не взял этого медведя. Можно и на уставших собаках работать, просто им надо помочь. И все. А я уже каждую свою собаку я знаю. Какая собака торопит медведя, какая не будет торопить медведя. Какая просто будет помогать там на подлае. Какая будет искать его. Все знаю. Каждую собаку досконально. По треку, то есть мне навигатор может рассказать о собаке все. Я по навигатору все понимаю, что собака делает, куда идет, по следу она идет, не по следу. Гонит она кого-то там. Ну, датчики лая, понятно, когда работают. Но когда даже датчики лая, когда собака не лает, я как бы уже понимаю, что собака делает. Вот иду по медвежьему следу, собаки лают впереди. 700 метров. Я пытаюсь это знать. Лай вроде идет интенсивно. Блин, ребята, собаки лают, выехал. Мишка за ним пешком идет. Я поехал на его каракате. Все собаки там работают, у меня тросик газа порвался. Вот так вот хочу поводок собачий. Так вот что сделай. Спадет, блин. Так хотя бы. Ну-ка попробуй. Ах, Мишка. Ладно. Все равно лучше, чем не пешком. Крутой аппарат у Мишки. Но, блядь, ездить, видимо, не очень любит. Особенно, когда собаки работают, что-нибудь ломается. Это жопа. Так. Ладно, где у меня газуля моя? Все, так. Пробуем. О, поехали! Все, ребята, еду! Как на коне! Вожжи у меня! Антон, прием. Слышу тебя, говори. Это лось. Лось? Я увидеть не видел, но следы лосиные, они гонят его. Я начал подходить, он как бал, бля. Мне кажется, что это медведь, это не лось. Но я лосиные следы вижу. Там все в лосиных следах, я тоже видел, но это медведь. Давай.
Мишка подходит, ребят. Сейчас посмотрим, отстреляется, не отстреляется. Если что, он вроде в мою сторону идет, я здесь перехвачу. Выстрел. Еще выстрел. Мишка молодец. 3-й выстрел, 4-й выстрел, 5-й выстрел. Офигеть, он что там? 6-й выстрел. 6 выстрелов Мишка сделал. 6 выстрелов, ребята, Миша сделал. Сейчас скажет, кто там. Вот драка идет. О, 7-й выстрел. Офигеть. Антон, прием, прием. Вообще, когда дороги есть, конечно, шансов взять зверя намного больше. Где-то подъехал, где-то обрезал. За собаками пешком хер угонишься. Фига, вот в таком густоче он. Миша подошел, еще думаю, что он долго подходит, не стреляет. Медведь густо спрятался в такие заросли. Антон, прием, прием, прием. Антон, прием. Прием. Фига, он в каком густяке стрелял. Да я иду. Сегодня Миша у вас отработал, да? Молодцы, я иду, молодцы. Умница. О, ты что весь в крови, бедный? Белый, ты что весь в крови, а? Белочка, ты целая? Молодцы, хорошо, пошли, молодец, не кусай. Вот отлично, зубами надо ему. Белый весь в крови опять. Ну-ка иди сюда, белый, беля. Антон, прием. Ну что, кого там отработали? Ай, ты молодец, умница. Молодец, что ты? Ну-ка, стой. Ну что, с полем можно тебя поздравить, не? Можно с полем поздравить? Ай, молодец. Офигеть, Михалыч. Ну ты молодец, конечно. Но это другой, по-моему, это здоровый. Это рыжий. Это рыжий, который здоровый? Да. Офигеть. Они же сначала маленького гоняли. Да пускай ест. Они же сначала маленького гоняли. Нет, они за ним пошли. Они за этим? А на дереве, который сидел медведь? Я не знаю, я не видел. Тот-то маленький был. Да. А ты там-то не стрелял, Нет. где в углу? Нет. У меня, прикинь, тросик газа порвался, я там пока профигачился, думаю, ладно. Потом еду, короче, смотрю, ты уже за ними бежишь в другую сторону. Я думаю, нифига себе. Ну-ка, Миш, давай, чем ты сегодня стрелял? Карабин Вепрь 1R308 ВИН со складным прикладом. Он мне очень нравится, уже мне 3-й год. Но он прикладистее, чем Сайга, да? Да, он прикольно, прикладистый, мне все нравится. Он легенький, удобненький, маневренький. Мне тоже показалось, что с него целиться проще, он прикладистее, чем Сайга. Да, как бы он мне нравится. Приклад сложил, убрал, маленький везде. Не видно. Да, со мной. Как бы я доволен своим выбором и своим карабином. Молодец. Весь зверь, который мной добыт был, практически из него. Мне нравится. Ты когда начал стрелять, я побежал, думаю, сейчас я обрезать буду, там еще что-то. Рация у меня выпадает в лужу, прикинь. Я, хоп, ты отстрелялся, я, оп, рации нет. Пошел ее искать, нахожу, она в луже. Алло, все, пипец ей. Вообще мощный, блядь. Мощный медведь, молодец, Михалыч. Ну, я надеюсь, что это видео было вам полезно. Мне очень интересно, чем вы пользуетесь. Пишите в комментариях, особенно какими рациями вы пользуетесь. Может быть, кто-нибудь из вас мне посоветует хорошие рации, которые хорошо работают, далеко работают. Я готов их пробовать, готов приобретать. Ну, самое главное, чтобы это были проверенные рации. Я с удовольствием их пробую, потому что я вот, ну, вам вот сегодня я бы вот все бы посоветовал, но вот рации я вам сегодня не могу посоветовать, потому что почему-то что-то у меня с ними не получается. Ладно, ребят, спасибо всем за внимание. Пока. Неважно, где собака находится, вот
вот рядом, за 2 километра. Главное, чтобы связь с ошейником была. Я просто нажимаю сигнал ошейника, и собака приходит ко мне. Ямал к этому приучен уже идеально. Вот сейчас, смотрите, нажимаю сигнал ошейника. Все, собака здесь. То есть неважно, где она. Вот здесь она сейчас стояла. То есть я ее не звал, ничего. Я просто нажал сигнал ошейника, он сразу же ко мне приходит. И это работает хоть откуда. То есть главное, чтобы ошейник ловил, связь есть, 2 километра, допустим. Вот эта собака приучена к этому сигналу идеально. То есть только я нажал. Конечно, если они там за зверем идут, когда я, конечно, не нажимаю. Но если собака где-то просто в поиске, еще что-то, мне нужно быстро переехать куда-то. Или, допустим, в машину собаку посадить, то вот с этой собакой проблем нет. То есть неважно. Я, допустим, отошел. Она туда идет, смотри. Я сюда отойду. А все, я ему уже сигнал подал, видишь, он уже рядом. Все, он уже не отходит. Молодец, Кино, молодец, умница. Молодец. То есть, видишь, ничего не говорю, а он это, только сигнал, он сразу же знает, что надо ко мне подходить. Вот сейчас, кстати, смотри. Давай эксперимент приведем. Так, зайка 288 метров. Вот они. Так, Найда сюда подходит. Зайка вот 288. Ну, в эту сторону идут. Вот сейчас как раз зайки можно тоже посигналить. Допустим, смотри, зайки посигналим тоном. Подождем их сюда. Кто у нас там еще? Белки посигналим. И Найде посигналим. Найда, иди сюда, Найда! Иди сюда! Эти собаки еще не приучены, но их надо приучать, просто поэтому вот так вот сейчас сделаем. Так, кому еще посигналим? Ну-ка, все, давай, кто? Так, дым. Давай дыму посигналим. У белого сегодня ошейник перестал работать. Белого на ошейник менять. Уже второй ход у него ошейник не работает. Так, давайте посмотрим, кто приучится. Дым. Так, Найду надо. Найда ближе всего. А вот у Найды связь потерялась. Видишь, куда-то она что-то в поиске куда-то опять налево пошла. На Найде так не работает. Вот Ямал. Ямал вообще приучился к сигналу. Я даже не скажу, что я вот прям сильно хотел его приучать. Просто несколько раз понажимал. Дал лакомство, иди сюда, молодец. И все, сейчас хоть откуда только нажал, смотрю, он просто сразу же по навигатору ко мне поворачивает и прям бегом бежит. Вот смотри, дым идет ко мне. Сейчас его тоже приучаем. Дым 206 метров идет, направляется сюда. Видишь, к нам направляется. Эти дальше пошли. Сейчас дыму еще сигналим. Чтобы приучаем. Сейчас идет сюда. И вот сейчас собака, если ко мне подойдет, то есть... Все, нажимаем дым. Так, 184. Сейчас посмотрим. Подойдет, не подойдет. Если подойдет, погладил. И с сигналом гладишь. Молодец, иди сюда. Молодец, иди сюда. О, зайка лает 20 лайв в минуту. И кого-то опять подцепили. Ай, молодец, ай, молодец. Ай, молодец, умница. Вот тоже. Молодец, 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 умница. И сигналишь, и гладишь, понял? И сигнал идет, понял? Молодец, 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 умница. Все, вот эта собака тоже уже приучена к этому сигналу. Вот 2-3 таких урока, и все, собака будет тебе приходить. Ты же не будешь по лесу там орать, свистеть. Она тебе свист собаки слышно за 200 метров. Вот в нашем лесу больше, чем 200 метров собака свист не слышит. Вот ты, допустим, собака идет, 250 метров, вот она идет, ты свистишь, она не слышит правила. Когда ты кричишь сильно там, оп, 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 слышно дальше немножко, там 300, ну до 400 метров. Может быть, когда слышимость хорошая в лесу, может до 500 метров слышно. А если собака считает, допустим, 700 километров, тебе надо ее подозвать, то есть это надо идти обязательно за ней, либо еще что-то делать, да, либо там кто-то стреляет, кто-то еще что-то. А сейчас эти современные ошейники, они, у всех эти ошейники есть, то есть просто очень удобно мне показалось вот с этим, с пищалкой, приучаешь к себе. Сейчас только нажал, собака смотришь, просто идет куда-то, и все, она сразу же ко мне выходит. Допустим, собака идет в другом направлении, не в котором мне нужно. Я, допустим, вибрацию включаю. Есть еще вибрация на них. Ошейник вибрирует. Я пробовал вибрацию делать. Но потом, почему запутался? Потому что собака, допустим, вот так вот бежит, когда в поиске там куда-то. Это да? нереально, но... Нереально понять, в каком она сейчас направлении. То есть 2,5 секунды отбивает, а 2,5 секунды для собаки, она может в этом направлении бежит, уже в этом направлении бежит. И то есть вот это у меня не получилось. А по сигналу иди сюда, вот получилось приучить собаку. Вибрация, к вибрации, если вообще пойти дальше и заниматься вот так вот, ну, серьезно этим, то можно и к вибрации приучить, чтобы она не делала этого, то есть, допустим, не делала, что нужно. Током вообще я несколько раз пользовался, ну, классная штука, работает классно, но мне, слава богу, как бы я без тока справляюсь, то есть мне достаточно вот сигналов или там каких-то действий, то есть собаки не дрочливые, я, как бы, нет у меня такого, что там током приходится пользоваться.
Хотя, если пришлось бы, я бы пользовался током. Нормальная штука, работает. Током еще как пользовался. Допустим, вот дым. Дым, он такой кабель был, что не любил подходить. То есть вот надо домой ехать, он, допустим, не подходит ко мне вообще. Бегает. Дым, иди сюда, дым, иди сюда. За ним побежишь, он от тебя побежал. Все, я взял на ошейник, одел контакты. Короче, все, одел контакты, значит. Ну и время пришло, уже знал, что он так себя ведет. Приходится за ним. Он, допустим, пойдет, там ляжет 50 метров. Мне приходится идти и его там забирать как-то. Там как ласково. Ой, дым, пойдем там. И все. А мне это напрягало, в общем. И все, тут одеваю эти контакты токовые, в общем, все. Он ко мне подходит, короче, я говорю, о, дым, иди сюда. Он так хоп, мимо пробегает мне. Я говорю, иди сюда. И как заорал, короче, говорю, ну-ка иди сюда, я тебе сказал. А он знает команду иди сюда, но просто ее не хочет выполнять. То есть надо понимать, знает ли он эту команду или не знает. Он эту команду знает, но не хочет ее выполнять. Вредничает, короче. Ну не хочу я сейчас в машину садиться, я еще погулять хочу такой. Типа, знаешь. И он от меня, только от меня побежит, я ему, короче. А еще у лаек, у них шерсть сильная, и там, допустим, на 5 или на 6 не пробивает вообще шерсть. То есть приходится ставить на 12, от 12 только пробивает у них. И как раз мне повезло, такая погода еще мокрая была, то есть контакты хорошо. Собака мокрая была, дождь шел, ну и все. Как подкинул. Я говорю, иди сюда. Он, короче, такой идет, я хлоп контактами. Ну-ка, иди сюда, сказал. Он, короче, как дал от меня. Я еще раз опять он, опять иди дальше еще. Я, короче, беру просто, что-то взбесило меня, я просто беру и на постоянно нажимаю. И, короче, у меня тут включилось, он разворачивается ко мне, как дал. Я тут же переключаюсь на пи-пи-пи-пи-пи-пи. Лают собаки. И, короче, этот сигнал включаю. Пи-пи-пи-пи-пи. Ой, молодец. Он побежал, короче, стоит, у него такие болты, он такого не понимает. Такой, что это было, типа, такое. Я говорю, вот, молодец. И пищу, как бы этим. Пи-пи-пи-пи. Молодец. Вообще собаку поменяла после этого, прикинь. Только сказал, иди сюда. Что-то раз мимо бежит, иди сюда, не слушается, иди сюда. Уже только не надо, только пи-пи-пи-пи-пи. Такой, понял, подлетел, стоит такой, что делать, куда, машина садится. Вот с дымом я воспользовался током, но током нужно тоже очень грамотно пользоваться, потому что если ты что-то сделаешь не так, то собака просто будет тебя бояться. Команду иди сюда, и он вообще от тебя будет. Только я к хозяину подхожу, меня током бьет, прикинь. Это вообще нельзя делать. То есть нужно очень аккуратно с током, потому что можно испортить собаку просто на раз-два, 2 секунды. Не, она прям услышала. Ай, да молодец, иди сюда. Ай, умница, иди сюда, молодец. Бежит, но... Ай, молодец, иди сюда, молодец, умница, молодец. Ай, ты моя хорошая, молодец, умница, Ай, молодец. Ай, молодец, умница, молодец. Прямо издалека прибежал. Да. Нет, я вот здесь сейчас уже с ней, я еще не приучал к этому ее. То есть я, видишь, вот здесь вижу, что она ко мне пошла сейчас. Я нажимаю и иди сюда, и держу. Чтобы у нее ассоциация возникла с командой сначала. Ее на команде сначала подключить. Что толку, что она там не знает этой команды, и у нее просто пищит где-то там за километр. То есть здесь надо сначала вот на этих коротких дистанциях. Потом все дальше, а потом уже она поймет, что надо идти сюда. Вот сейчас опять сработало. Смотри, мы с тобой буквально сколько, 10 минут стоим. 3 собак, одну была приучена, а 2 собаки приучили. Это хороший урок вообще для собак. 2-3 таких урока, и все, и собака хоть откуда будет возвращаться. Ошибка какая еще? Допустим, молодая собака. Ты ее подозвал к себе, сразу на поводок и закрыл. И у нее ассоциация, что ее сейчас закроют всегда. То есть надо время, вот как раз вот с молодыми собаками, надо время обязательно выделять. Хоп, ее подозвал к себе, погладил, лакомство дал и отстал. Ну, как бы не обращаешь на нее внимания. Пускай она идет дальше своими делами заниматься. Чтобы у нее ассоциация не возникла с тем, что ты ее сейчас обязательно привяжешь. Пришла понимаешь? И все. Да, то есть ты ее должен сначала, ты ее должен сначала командам приучать, что просто иди сюда, лакомство дал, допустим, команду сделал, дай лакомство. Просто так, когда собака вот вокруг ходит, тебя попрошайничает, там, дай мне что-нибудь, или ты сидишь на обеде. Вот мы сегодня, смотри, сидели, да, ничего собакам вообще нельзя давать. И обязательно нужно на стане все убирать, чтобы у собак не было такого, чтобы они, ходили вот там, и знают, там, ждали, сидели, что ты сейчас уйдешь, что-нибудь останется, можно на стол залезть и поел, убери все обязательно. И собакам вообще ничего нельзя давать, когда я на стане. Я собакам вообще ничего не даю. Но когда она выполнила команду, я обязательно даю лакомство, допустим, в начале, чтобы приучить к этой команде. А то еще, знаешь, часто, даже я такие ошибки делал. Все, молодая собака, ой, иди сюда, она подходит к тебе, чух, раз посадил. Потом опять, там, на второй раз приехала, иди сюда, она вроде подходит, все нормально, ты опять раз ее на поводок опять посадил. Все, на 3-й раз она уже такая, ты иди сюда. А ей бегать охота, допустим. Она только приехала в лес, да, ей охота еще побежать, у нее какие-то дела, ей охота, просто она в лес приехала, ей охота гулять.
Она такая, хоп, мимо тебя, такая, нет, не пойду, ты меня сейчас опять закроешь, такая, и типа такая, и хоть ори, хоть заорись, если, понимаешь, то есть надо, но вот несколько уроков, первые, вот особенно, там, не знаю, сколько, чем дольше, тем лучше, в общем. Все, иди сюда, хоп, погладил, лакомство дал, и не трогаешь собаку, пускай она еще погуляет, то есть, чтобы у нее ассоциация не возникла, что это. Надо ехать. Конечно, когда собаки сегодня, допустим, вот как сегодня, да, они отработали кабана, все, мы сейчас едем, они уже уставшие, вообще легко. То есть вот в такие моменты и нужно приучать. Никогда она, допустим, только ты, допустим, выскочила с вольера, в лес ее выпустил и начинаешь команды ей давать. У нее энергии очень много, она, блин, не знает, ей надо бежать куда-то, она свалила куда-нибудь и все. А мы начинаем, допустим, иди сюда, там что-нибудь кричать на нее, а у нее энергия, ей надо выбегать. Начинать все вот такие вот выполнения команд лучше, когда собака все выбегалась, она выплеснула свою энергию. Она уже может подойти к тебе, ей охота уже к тебе подойти. Вот тогда и надо это приучать.